Всем привет, друзья! С вами Владимир Александрович. Началась весна и полезли новые болячки очередные в моей малышечке, которая начала постепенно требовать денег. Значит, вчера на трассе Балашова я ехал, при проезде на лужу у меня начал троить двигатель. Начала чихать и заглох двигатель, потом я его вроде как бы более-менее качал, вроде она там и завелась с трудом, потом чихала, ну, короче, нормально все стало. Вот. Собственно, на что я грешу? Грешу я на высоковольтные провода. Я сейчас их покажу. Вот. Высоковольтные провода. Я думаю, у меня во втором цилиндре прогорел один из них. Этот провод. Почему я так думаю? Потому что на заведенную машину, именно если я завожу ее. Почему я так думаю? Потому что на заведенную машину вот этот цилиндр пробивает меня током. Вот, допустим, если я даже не то что вынимаю, я просто вот дотрагиваюсь до него, и он меня бьет током. То есть я вот вчера, когда их начал проверять, смотреть, все ли, может, там до конца кто-то не зашел, меня вот этот во втором цилиндре меня ударило током. Я не знаю, видно, не видно, но вот здесь видно, как он прогорел чуть-чуть. Либо это ржавчина, либо это прогарок. Но запах был то, что там как будто что-то сгорело. Вот. Собственно, менять я сейчас буду высоковольтные провода плюс свечи, потому что все-таки я их ставил в сентябре. Вот, а сегодня уже, грубо говоря, конец февраля, поэтому уже пора поставить свечи. Свечи я буду ставить наши, энгельские. Вот. Ну, собственно, поехали сейчас за запчастями, а потом, как говорится, мы начнем делать все дело. Друзья, сейчас, естественно, я еду сдавать пока кассу. Вот, и как раз сейчас заскочим в магазин, где купим высоковольтные провода со свечами. Так, ребят, ну все, приехал сейчас обратно в свой дом, к себе во двор, поставил машину. Собственно, вот, сейчас начнем делать. Купил я следующее. Значит, тут у меня высоковольтные провода. Взял я их за 477 рублей. Свечи энгельские. Вот, хорошие, кстати, свечи. Ну, вроде сказали, что хорошие. Ну, по крайней мере, я такие не пробовал энгельские, но попробуем. Вот, свечи мне обошлись в 234 рубля, что, кстати, совсем недорого. И датчик положения коленвала. С датчиком положения коленвала у меня уже давно проблема. Потому что я ставил себе еще бэушный, там с какой-то машины с разборки, потому что не было момента, потому что машина заглохла в Балашове, и мне надо было быстрее что-то брать. Я до разборки добежал, взял датчик, поставил, и все. Собственно, надо поставить новый, потому что надо поставить новый. Но ставить я его сейчас не буду. Почему? Потому что мне нужна яма. У меня там РФ, как бы этот компрессор стоит, и из-за компрессора я не смогу подлезть под него. Там, то есть это все дело только нужно с ямой. Плюс там нужно выставлять правильное расстояние до маховика. То есть, в общем, все это сложно. Это все только я на яме буду делать. Соответственно, я вам все это покажу, но в следующий раз. Вот. А пока, соответственно, сейчас я вам покажу, как все это меняется, как все это делается. Я думаю, для кого-то это будет вообще не секрет, не открытием, как менять свечи. Для кого-то, может, это будет открытием. Вот. Ну, следите, смотрите. Значит, я буду менять поочередно для того, чтобы не
забыть, какой провод в каком цилиндре. Хотя в них и написано, но как бы лучше так будет практично. Друзья, смотрите, есть такой интересный лайфхак. Когда вы откручиваете свечу, как бы иногда бывает ключ, он ее не зацепляет, и, соответственно, свеча остается там, хотя она открученная. Как сделать так, чтобы вы смогли вытащить и без всякого геморроя? Все реально очень просто. Берем просто старый провод ВВ, втыкаем в саму свечу. Сейчас я вам продемонстрирую. Теперь опускаем вот, пожалуйста, свеча у нас есть. Кстати, свеча в масле, она уже того походу. Берем новую свечу, сейчас ставим. Будет удача, Жека, ты знаешь, не может иначе быть. Солнце раскроет свои объятия, ох-ох-ох, и можно плыть. Будет удача, Жека, ты знаешь, мужчины не плачут, а слезы от ветра, а слезы от пепла, ох-ох-ох, их нужно забыть. Ласточки кружатся, клоуны смеются, дети подрастают, гопники дерутся. Жизнь прекрасна, все нормально, очень хорошо. Ласточки кружатся, клоуны смеются, дети подрастают, от другого прутся. Жизнь прекрасна, все нормально, подожди еще, подожди еще. Вот обратите внимание, вы видите, реально пробило вот здесь. То есть это свеча пиздец, конечно. Будет удача, небо в алмазах, клубника на дачах, ветер теплеет, и нам уже легче, ох-ох-ох, и можно не пить. Будет удача, Жека, мы крепко держим подачи, липовый цвет разукрасит аллеи, ох-ох-ох, да что говорить. Ласточки кружатся, клоуны смеются, дети подрастают, гопники дерутся. Жизнь прекрасна, все нормально, очень хорошо. Ласточки кружатся, клоуны смеются, дети подрастают, от другого прутся. Жизнь прекрасна, все нормально, подожди еще, подожди еще. Надеваем. Вот здесь обозначение проводов. То есть, видите, третий цилиндр. Вот. На самом деле, на каждых проводах по-разному. Где-то здесь указывается, где-то здесь маркировка. Ну, вот я купил такие, соответственно, маркировка у меня здесь указывается.
Ласточки кружатся, клоуны смеются, дети подрастают, гопники дерутся. Жизнь прекрасна, все нормально, очень хорошо. Ласточки кружатся, клоуны смеются, дети подрастают, от другого брутся. Жизнь прекрасна, все нормально. Подожди еще, подожди еще, подожди еще, подожди еще, подожди еще, подожди еще. Вот обратите внимание на все 4 свечи. Видите? Вот у них у всех. То есть у меня получается второй и третий цилиндр был пробитый вот как раз таки высоковольтные шланги. Ну, берем последнюю свечу, вставляем. Старые свечи мы вставляем вот сюда. Их мы выкинем, потому что они нам не нужны. Будет низкие частоты населения двора. Я чиню свое точило с темной ночи до утра. Хэтчбэк, цельнометаллический, несущий пять ответный. Такого перцового парня, как я, ты еще не встречала, наверное. Стынет под окном твоя девятка, ты сидишь под ней, тебя мне жалко, а мне опять звонил дружок твой Вовочка. Тонировочка, подготовочка. Будет низкие частоты населения двора. Ставлю я крутой субвуфер, вот затащится братва. Музыка квадро, черный металлик, усиленный стойки, много новых деталей. Стеклоподъемники, сигнализация, будем с тобой, девчонка, кататься мы. Стынет под окном твоя девятка, ты сидишь под ней, тебя мне жалко, пригласил в кафе меня друг Вовочка. Тонировочка, подготовочка. Стынет под окном твоя девятка, ты сидишь под ней, тебя мне жалко, я замужем уже, и муж мой Вовочка. Тонировочка, подготовочка. Хэтчбэк, йоу-йоу-йоу-йоу, хэтчбэк. Йоу-йоу-йоу-йоу, хэтчбэк, хэтчбэк. Подготовочка. Так, друзья, вот мы поменяли все, все у нас работает, все запустилось. Если вам понравилась эта рубрика, то я буду показывать, как я что-то ремонтирую, делаю. Если, собственно, не понравилось, то пишите в комментариях свое мнение. Вот, кто как что делает, как меняет. Вот. Собственно, в выходные, надеюсь, выложу видео про то, как стоит открывать ИП или ООО, как работать с юрлицами. Вот, просто времени не хватает, и вот, то с машиной вот постоянно вожусь, то ездю. Поэтому, ребята, всем хороших больших ставок и удачи!